можно сказать, что мы уже подводим итоги, да. Ну, еще может что-то произойти приятное завтра, но все равно мы подведем итоги этого уходящего года, и я расскажу о планах на следующий год онлайн-школы «Психосома». Вот, итоги. Значит, мы создали школу «Психосома» в июне 2022 года. То есть она была создана одновременно с курсом по психосоматике. Когда появился курс «Психосоматика. Новая медицина» 2021 года, то в то же время была создана школа. И первый поток, он был запущен 25 июня 2022 года, то есть в конце июня. Да, поэтому мы, в общем-то, отмечаем 6 месяцев в декабре. То есть каждый год в декабре, в конце декабря, перед Новым годом мы будем подводить итоги. Очень удачное, да, такое совпадение. Мы будем подводить итоги. И, в общем-то, нет, ну, круглая дата у нас будет в июне, да, в конце июня. Вот. И за это время, да, за 6 месяцев у нас обучилось 5 потоков, но, в общем-то, небольшое количество студентов, 12, да, из них 5 стало кураторами, то есть они получили сертификаты с аттестацией. Остальные получили сертификат о прохождении курса. Но, тем не менее, я думаю, если кто-то захочет стать куратором, то вы всегда можете стать куратором. Это не проблема. Мы всегда открываем двери для всех тех, кто хочет расти, развиваться и заниматься саморазвитием. За это, ну, в конце, вот недавно, в декабре, по-моему, или нет, минуточку. Первый клуб у нас был, кажется, в ноябре. Да, в ноябре у нас был создан клуб осознанных, где мы регулярно встречаемся по пятницам. И была создана группа в Telegram. Так что членство в этом клубе мы дарим для всех, кто покупает наши курсы. У нас проходят регулярные встречи в Telegram-чате нашей школы по пятницам и средам. И, кроме того, наша школа есть ВКонтакте и, естественно, в Telegram. Кроме того, создан YouTube-канал школы, где я тоже выкладываю все наши интересные, в общем-то, вебинары, мастер-классы, проработки, медитации, практики, очень много интересного материала. И сейчас у нас там где-то уже 120 подписчиков. Вот, это итоги. Ну, как видите, в общем-то, итоги неплохие, да, в общем-то, за 6 месяцев для школы неплохие результаты, но опять-таки хочу сказать, что это все как бы отрабатывалось, курс отрабатывался на студентах, на вас. Затем не было никакой рекламы, то есть нигде я не рекламировала курсы, поэтому, ну, естественно, только вот в соцгруппах, да, ВКонтакте, в Telegram. Вот, поэтому на следующий год у нас вот такие планы. Давайте я сейчас еще покажу отзывы на курс по психосоматике. Смотрите, вот девочки оставили очень хорошие, очень теплые отзывы. И я очень рада успехам девочек, что они добились очень больших результатов. Молодцы. Я вас всех поздравляю. Потому что ваши результаты – это результаты школы. То есть нас всех. Мы помогаем друг другу, прорабатывая, ну, естественно, энергообмен между нами, да, все это создает такую очень позитивную, очень такую энергоресурсную, мощную, очень прокачанную, чистую энергию. Это классно. Она заряжает нас. Далее я расскажу теперь о планах. О планах, минуточку.
Так, вот здесь я почему-то вместо плана написаны итоги, но это опечатка. Это планы. Планы, забыла заголовок поменять, да? Планы на 2023 год. Смотрите, 4 новых курса. Родология, детская психосоматика, квантовая психосоматика, терапевтические погружения. Эти курсы, они вот уже на них записываются. Вот на родологию уже записалось четверо, да, четверо из вас записалось. Ну и другие курсы мы тоже будем продвигать. Они сейчас находятся на стадии разработки. Я создала план, модульный план, и буду постепенно их тоже разрабатывать. Потому что, знаете, чтобы создать курс, надо действительно созреть для него, понимаете? Так просто механически его не напишешь, даже имея знания. Знаете, вот я недавно прошла очень классный курс, назывался он «Изобилие и деньги в жизни человека». И вот эти знания я уже буду добавлять вот практически во все эти курсы. Ну, вот в родологии, в частности, я добавляю, я там буду добавлять, говорить, рассказывать вам о роли мужского и женского аспекта. Поэтому, получая даже знания, очень важно их пропустить через себя, прочувствовать эти знания. Вот когда они прочувствованы, да, вот в этом именно прочувствовании, в чувствах, в созидании, вот здесь работает женский аспект. И очень важно сочетать гармонично мужской и женский аспект. Понимаете? Вот когда создаешь бизнес, когда создаешь курсы, очень важно заходить именно вот с женского аспекта, созидания, творчества, чувствования, да. И когда вот вас охватывает чувство радости, вам хочется делиться вашими знаниями, это работает женский аспект. Естественно, наша цель – построить команду, потому что если мы дальше собираемся масштабировать школу, то, естественно, нам нужна хорошая команда. Поэтому вы все можете стать нашими членами команды. Но команда будет небольшая, потому что так будет удобнее и лучше работать, когда команда небольшая, 5 человек, например, да. И, естественно, я теперь уже собираюсь заниматься маркетингом и рекламной вот этой кампанией, чтобы уже не просто, да, пустить на самотек, да, приглашая там людей, да, и надеясь, что кто-то зайдет из школы к нам на курс, а именно масштабироваться, делая рекламу, и на это, естественно, пуская средства. Я иду на обучение, на курс новый, который называется «Инфомаркетинг». Там нас буквально будут обучать, как создавать школу, онлайн-школу под ключ. И, естественно, оттуда я буду брать знания для того, чтобы развивать эту школу и действительно запустить ее профессионально, не так, как любитель, да, как профессионал. И я очень рада, что у нас уже в нашей команде есть Катя, да, Катя, Екатерина Игрищина, которая мне очень помогает, Катя, благодарю тебя. Сама вызвалась помогать с оплатами, принятием переводов из России. И это очень здорово, потому что у меня есть время, да, заниматься какими-то делами, созданием курсов. И Катя также будет в следующем году участвовать в курсах тоже, как куратор, во встречах, в проработках, в частности, по детской психосоматике, да. Естественно, у нас есть еще курс, наш самый первый курс, это психосоматика, новая медицина 21 века.
Вот, итого у нас 5 новых курсов. Кроме того, естественно, у нас будут такие продукты, как вебинары, мастер-классы. Каждый из вас может создать свой вебинар, свои мастер-классы. Я очень вас как бы стимулирую, давайте, участвуйте. И, кстати, я планирую, что эти вебинары и мастер-классы, которые вы организуете, они будут оплачиваться. Оплачиваться как? Ну, во-первых, те из вас, которые зайдут к нам в группу «Клуб осознанных», который будет платный, он будет стоить 3000 рублей. Эти деньги будут идти на оплату ваших вебинаров, мастер-классов. Понимаете? То есть я считаю, если вы вкладываете деньги, вернее, ваши знания, ваше время, вашу энергию, то вы должны получать за это какую-то оплату. Естественно, чтобы был какой-то, так сказать, энергообмен. Вот такие у нас планы. Я думаю, в конце следующего года у нас будут уже какие-то весомые результаты в цифрах. Можно будет добавить, сколько у нас учеников. Я надеюсь, у нас будет намного больше, в 10 раз как минимум, я думаю. Но я думаю, в 50 раз будет больше учеников, а может быть и в 100 раз. Потому что, смотрите, это результаты всего за полгода. А за следующий год, да еще с рекламной кампанией, да еще с моим обучением и с командой, я думаю, у нас будут более мощные результаты, так что можно думать, что, может быть, в 100 раз у нас будет больше учеников. Тем более еще будет 4 курса. Не 1, а 4. То есть, представляете, да, умножаем на 4, так? Еще умножаем, ну, скажем, на 50, да, вот так скромно, да. То есть, получается, умножаем на 200, да, и получаем, сколько там получаем? Где-то 2000, примерно 2000, от 2000 учеников. Вот так. Будем надеяться, что так оно и будет. Дальше. С Новым годом, дорогие друзья! Так, ну, я хотела еще вот перед тем, как вас поздравлять с Новым годом, хотела услышать от вас еще раз, ваши результаты, чего вы добились. Расскажите, пожалуйста, кто готов рассказать, поделиться своими результатами за 2022 год? Кто готов? Лариса, делать Дед Морозом, да, Лариса? Ну что, Катя? Она камеру выключила. Лариса. Микрофон. Микрофон, сори. Да, Я просто... Да. А то мы как немое кино смотрим. У меня миссия в этом году выпала елки наряжать у себя и во всех. И тут я нашла колпак такой. Просто если меня просили работать в сауне, и я вот думаю, надо же скоро люди будут, надо успеть елку нарядить. Поэтому я тут выключала было все. И стою у вас, ну, наряжаю елочку. Как-то так Да. интересно, празднично. Девочки, что вы думаете вот по вот этим итогам, результатам, плане? Что вы думаете, ваше мнение? Какие-то, может быть, Девочки, мы здесь идеи? новенькие, поэтому, может быть, Лариса, Катюша представится, ведь вот Катю я еще более-менее знаю, Ларису я вот только... Не знаете, да? Да, лучше Давайте представьтесь по и очереди, расскажите. девочки, по очереди. Да. Угу. Спасибо, Айсулу. Рассказывай, Лариска. Хо из хо. Хорошо. Давайте.
Так, Лариса зависла, нет? Что сказать, про себя или... Ну да. Результаты, пожалуйста, Лариса. С чем ты пришла? Зачем пришла? Я помню, девочки, Ну я что, помню, тут телефон какими вы планшет. приходили. Мы приходили какими на курс, помните? С вашими запросами, я зависла. помню. Так, Лариса зависла. Тает, да? Ну, давайте я пока расскажу, пока у нее там связь Давай. наладится. Ой, ну, мы с Шолпан познакомились в апреле на марафоне. Тогда можно было задавать вопросы, там можно было получать консультацию за донейшн. Вот. И Шолпан мне сделала тогда проработку. Вот. Я написала отзыв. Это был у меня первый опыт перевода денег за латону. Я помню даже твой, знаешь, запрос на клиентов, я помню. Да, и я тут. ну, сейчас я расскажу, Да. потом... Да. Просто меня выбило, да. Да, я помню, что я перевожу деньги и говорю: Шолпан, а что там, и паспорт надо, и какие-то данные там, и, короче, первый раз я создавала перевод в золотую корону, вообще непонятно куда, сейчас что отправлю, как бы я так щепетильно отношусь, поэтому, когда ко мне обращаются с переводом, я вас прекрасно всех понимаю, но я вас могу научить, если надо, как переводить денежку, чтобы вы не боялись. Вот. Потом Шолпан уже создала свою группу, где проводились консультации, проработки, и выставила объявление о наборе на курс. Вот. Но так как я проходила уже какое-то обучение, я думаю, так, сейчас я закончу это, потом посмотрю. И вот во второй поток я попала. Я попала во второй поток, уже первый поток отучились, уже были кураторы. Вот. Но мне понравилась такая дружелюбная домашняя обстановка, что можно всегда спросить, написать тебе. Зачем я вообще пошла в психосоматику? Ну, я пошла только для того, чтобы навести порядок у себя и убрать симптомы, которые мне мешают. В плане именно вот таких вот медицинских. У меня был кашель, у меня были какие-то проблемы такие вот, вроде как бы незначительные, но они меня выбивали из колеи. Вот. Все началось с кашля. Вообще, почему я обратила внимание на психосоматику. Вот. Я проработала кашель прошел благополучно и достаточно быстро. Я подумала, блин, что же я это не сделала раньше, мучилась полгода. Почему я не знала, как это раньше? Вот, Я потом помню, уже... ты говорила, что у тебя какая-то проблема вот с дыханием. Да, потом вот у меня и дыхание нормализовалось, как бы у меня было как бы и такое издавленное дыхание было, и было как будто вот я дышу на полвдоха. Мне даже моя массажистка всегда говорила: слушай, ты дышишь или нет? Говорит, я говорит, иногда как будто говорит, не чувствуешь, что ты дышишь. Вот. Потом мне Аня делала проработку, тоже такая интересная проработка была. Вот. Потом мне сделала проработку, Люба мне сделала попозже проработку. До этого мне сделала проработку наша с Крыма девочка. Светлана. Светлана, да-да-да, вот Светлана. А самое интересное, что когда я записывалась на проработку к Светлане, она меня должна была первой проработать, но у нее там что-то, какие-то непредвиденные обстоятельства, там что-то не получалось, и меня взяла на проработку Аня. Но к Светлане я все равно потом попала на проработку. Вот. Так что вот мне понравилось, что можно спокойно у кураторов проработаться, тебе всегда ответят. И потом вот я стала уже, как бы, я уже обучаясь, прорабатывалась у них. И мне это понравилось. Я вот советую всем хотя бы пройти психосоматику, чтобы это у вас была как домашняя аптечка. Причем она у вас будет и по медицинским показателям, и по житейской стороне вопроса. То есть благодаря психосоматике вы можете решить любую задачу, прокачать любой свой запрос и выйти на уровень осознанности, что очень важно. Шолпан все время поражалась, какая я становлюсь спокойная. Мои домашние тоже нравятся, почему я такая стала. Ну, это классно. Но ты чувствуешь результаты какие у тебя? Конечно. Ты чувствуешь? Да.
Нет, есть, конечно, над чем еще работать, как бы мы же не идеальные, да, люди все. Как Ну вот, да, но это всего за 6 месяцев, Кать, представляешь, за такой короткий срок. понимаешь, они как бы не имеют понятия, что такое психосоматика. Они думают, вот, ну, я решила проблему, все, уже больше не будет проблемы. Как не будет проблемы, если мы эти проблемы создаем на каждом шагу сами себе? Мы на кого-то Конечно. среагируем, проблема, мы куда-то влезли, то, что нас не касается, то уже я не хочу говорить проблема, я хочу говорить, что это какой-то новый запрос появляется. Это, знаешь, можно назвать ростом и развитием. Да, Получением опыта. Мы получаем опыт. Да. Мы же не роботы, чтобы не ошибаться. Я, например, говорю, каждый человек имеет право ошибиться. И каждый человек имеет право на свое мнение, на свое высказывание. Потому что мы... Да, я вот постоянно говорю, что наша душа, она развивается, она очень хочет развиваться и получать новый опыт. И поэтому мы получаем новый опыт постоянно. Да. И очень важно обучаться еще, постоянно обучаться, не останавливаться. Ну, конечно, да. Вот всегда был такой, знаешь, как я бежала от того, чтобы не сталкиваться с медициной и не спасать людей. Потому что я видела, как это заканчивалось у других людей, и я не хотела, чтобы у меня было так же, чтобы я вот была как вот заложником этих больных людей, зависела, то есть нет свободного времени у этих людей, кто вот врачи, вот, кто искренне в этой работе, у них нет своей жизни, у них нет свободного времени, они не могут сказать, извините, я не могу вас прийти спасти, а еще, не дай бог, этот человек потом и помер. Так его потом еще всю жизнь будут говорить, вот ты не спасла, и он умер. Потому что я это видела, как это бывает. И я от этого, знаете, руками, ногами, я не буду это делать, я не буду этим заниматься. Я поэтому в медицинские не пошла, только чтобы этим не заниматься, чтобы не спасать этих людей. Я пошла в экономический, вот я себя тоже как хорошо проявила, как менеджер, меня это очень радует, потому что вот я занимаюсь любимым делом, мне это нравится. И еще мне нравится, что я никогда не работала на госработе. Вот это мне вообще очень нравится. Потому что я смотрю на этих людей, которые на госработе, и думаю, господи, как рабы. Ну вот вообще, каждый день в 8 утра встают, идут, работают, в 5 вечера хорошо, если придут. 1 месяц отпуска за год, не считая там календарных праздников. Какой дурдом. У меня свободный график. Захотела, пошла на работу. Захотела, не пошла. Да. Молодец. Это круто. Катя, молодец, умница. Потому что, не знаю, и заниматься любимым делом, ты не чувствуешь тяги, то, что могу помочь. Тех же медицинских их запросов знания психосоматики. Это классно вообще. Да, психосоматика – это действительно новая медицина. Да? Вот это название курса говорит за себя. Да. Это, знаешь, как лечение без ножа, без скальпеля. Вот так я считаю. Да, это вообще самоисцеление. Вот я хочу создать курс «Квантовая психосоматика». Это вообще будем говорить о самоисцелении. Это вообще супер. Но я вот созреваю для него, созреваю, девочки. Это не просто. Это будет очень много знаний. Так, кто готов, кто хочет еще? Лариса готова? Валентина, здравствуйте. Да-да-да. Валентина, здравствуйте, Да-да. рада вас видеть. Так, сейчас. Ну, желательно на личный, но можно в картеке. Потому что в подвале... Ага. Здравствуйте, не могу. Так. Вас слышно, мы слышим вас. Ага, меня слышно, да? Здравствуйте. Да. Я решила пойти на родологию. Молодец. А хотели на психосоматику пойти? Да, ну чего-то вот я посмотрела родологию, я поняла, что мне это нужно. А вы можете 2 курса приобрести. У нас, во-первых, скидки, а Не во-вторых... могу, у меня другие задачи. Ну, отлично. Вы сейчас где Идем находитесь? поэтапно, Да, большими шагами, но к цели. отлично, молодец. Спасибо. 15 января начинается курс. Вы успеете? Ну, я 14-го в Москве. Ага, Вечером всё, отлично. 14-го приеду. А во сколько 15-го? Ну, вечером. Вечером? В 6 по Москве. Ну, уже успею после поезда отоспаться. Отлично. Мгм. Так,
Давайте послушаем Ларису, наша Да, давайте, мои студентка хорошие. второго Я- потока. Она училась вместе с Катей на втором потоке. Пожалуйста. Все, я вышла. Я думала сначала, думаю, какой эпатаж включился, почему меня выбило? Я закрылась в этот момент, а потом теперь понимаю, просто здесь Wi-Fi такой. Вот, Мгм. так что, ну, в общем, с 2016 года я иду все время, как говорится, жизнь меня бросила на дно, что начать не понимать, что есть, что такое есть материальное и что такое есть духовное. И получается, меня жизнь свела с девушкой, которая мне рассказала, кто я, кто моя дочь, почему она в моей жизни появилась. Как бы открыла эту не на весу, я такая слушаю, как будто я это все знаю. Меня это даже информация не удивила. Ну и все, как бы, и вот после 2016 года я все начала искать ответы, понимать больше, ну, как бы, что-то, как бы, духовную часть, что, как бы, какие моменты начала понимать, которые меня волнуют. И потом, получается, я, да, начала слушать, я не помню, кто-то мне рассказал, да, про Инну Пляшинову. Я начала так краем уха слушать, и вот попала я в чат, там где делают проработки, и чисто интуитивно выбрала Шолпан. И настолько поразила ее простота, настолько она вот, ну, как говорится, дошла, сделали мы диагностику, и у меня в этот день произошли просто, ну, интересные события такие. Я получился очень-очень денежный день, и молодой человек, с которым я встречалась, тоже, конечно, травматично, но получил очень большой доход. И я еще призналась, думаю, понятно, деньги приходят, значит, пока что очень много моментов, которые, ну, как говорится, не дают получать деньги легко. И я такая думаю, да. И тут Шолпан как раз говорит, вот курс по психосоматике. Я думаю, мое, денег на данный момент нету. И думаю, как же мне этот курс тянуть? И как бы и чувствую, что надо. Вот чувствую, что надо. И тут препятствие, опять же, в деньгах. Я думаю, и тут в один прекрасный момент у меня идет такое, нет, получится, все получится. И с деньгами получится, все получится. Просто иди. Ну, как бы, и вот начал заниматься проработкой, Шолпан, там тоже с многими участниками, которые были на обучении. Я была поражена сначала, какие инсайты, что я смотрела все проработки, как вот фильм, как кино просто. Настолько мне легко визуализация, что я просто все, что мне говорили, все это видела. Я думаю, боже, как настолько это все уникально, настолько интересно. Как говорится, еще и шла глубже вперед, чтобы познать это. И так, сначала какие вот произошли изменения, интересно вспомнить. Сначала, Отношения. Я помню отношения, да, Лариса. сначала отношения, вот спасибо, да, сначала отношения. Я поняла, что думаю, боже мой, а что я делаю в этих отношениях? Ну, как бы, что действительно уже несколько раз я пыталась бежать с них, и все останавливалась. И мне как-то женщина одна сказала, ой, а что ты с ним встречаешься? Ну, типа, не, ну, это не твой человек. Я так посмотрела на нее, думаю, ну, откуда ты знаешь что? И вот как бы на этом отношения я поняла, что мы с человеком, ну, как бы, что человек не готов духовно развиваться вообще, как бы, и менять свою жизнь, хотя я в нем видела свой потенциал и много моментов, вот именно уже я видела, вот именно в этом человеке молодом, я увидела его глубину и, как бы, его моменты, которые бы не мешало бы ему проработать. Ну, естественно, когда мы, ну, как бы проговаривала иногда, знаешь, как бы говорю, тебе не мешало
Естественно, на меня смотрели как на чудачку, потому что, ну, как бы, что ты за ерунду несешь, да, в таком плане. И, как бы, да, ну, это вот отношения, да, я решила, что, ну, как бы, что нужно идти своей дорогой, что нужно развиваться. Как только я это подумала, мне руководитель говорит: Лариса, давайте я вас пару дней научу работать с рекламой в интернете. А я в интернете очень хорошо разбираюсь. Говорится, даже если что-то не знаю, методом тыка я все равно в итоге знаю, кажется. Вот. И он мне, получается, просто мы за 2 раза присели, там по пару часов мне показал, и я все это просто сразу же впитала в себя. Думаю, о, да, классно, здорово. Потом у меня включился саботаж. Как же я, ой, как же мне и вот эта работа, и это так тяжело, ой, не нравлюсь. Ой, вот это вот. И один день у меня был такой стресс, я хотела отказаться, избежать. Потом я поняла, что нет, Лариса, раз ты уже взял за это, нужно идти. Идти, как бы сложно не было, тебе нужно этому научиться. И как только я это поняла, что мне нужно этому обучиться, сразу же у меня, я еще больше все поняла, как бы мне стало легче работать. И я решила, думаю, я же все время занимаюсь витаминами, добавками. Что не спроси у меня, я все знаю, какой витамин от чего, как бы, ну, что нужно выпить в этот момент, чтобы там не было насморка, чтобы не было кашля. Ну, как бы, вот оно идет от меня, какая-то лекарская, как говорится, может, какие лекари были в роду, потому что мне вот это идет Да. само по себе. Я такая думаю, Кстати, блин, кстати, как же там Лариса, ты мне напомнила, вот знаешь, все люди, которые занимаются медициной, психосоматикой, они в роду были, у них в роду были лекари, то есть целители, Да, знаешь, целители, да. да, скорее всего, я чувствую, что кто-то был, потому что вот оно мне, ну, как бы очень легко идет, и я такая думаю, блин, я все пробовала, и то, и как бы и в том сетевом, и в том сетевом, и пробовала разные продукты разных компаний сетевых. Не то, что как бы домой сетика, и с головой туда, и как бы все остальное ерунда. Я как бы пробовала, вот этот классный продукт. Выбирала тоже интуитивно, вот попробовала это, и как бы сделала вывод, ну, что вот это, вот в этой компании это хорошо, в этой компании вот это очень круто, быстро помогает. И я вот так вот пришла, открыла свой склад, ну, склад по продукту. Появилась компания, там, где ученый, медик, у него такая природа и медицина, вот очень сделана, говорится, в одном. Мне вот, думаю, о, круто. Попробовала на себе, поняла, что как бы, ну, лучше организма я пока что еще встречала. Вот именно происходит очень интересный очистительный процесс. Вот. И вот как бы, ну вот, и да, и иду, шагаю вперед, понимаю, что круто, надо идти вперед и Так ты развиваться, создала уже, развиваться. да? Создала склад? Ну да, уже купила и продукт на склад. Теперь это стоит задача, как это действительно, опять же, ту же рекламу и все сделать, потом, ну, как бы работать в этом более масштабно. Да. Ну, как Так, бы расскажи, не Лариса, а классическую. расскажи, почему ты решила пойти на курс родология? Потому что я вижу, ну, например, еще момент я поняла, что, вот, во-первых, один важный момент, который меня все-таки, да, этим продвинул, как говорится, и, ну, как бы дал решение пойти на этот курс, я увидела, я, получается, поняла, что я не хочу, ну, что быть мамочкой, жертвой в отношениях, ну, как бы все, хватит. И что вот именно мне захочется быть больше в отношениях женщины и женственной. Я начала понимать,
Меня начали окружать мужчины в общении, которые развиваются, у которых бизнес, которые, которые сами развиваются, там, инвестиции, учат, обучают людей. Начали такие люди, которые вот и реальное развитие, которые вот именно больше мужчина, наверное, бизнес-партнер, с которым хочется вот именно вместе развиваться, какую-то общую идею, и, кажется, двигаться вперед. И больше, наверное, вот самое ключевое, да, это отношения. Вот, поняла, что я Знаешь, хочу Ларис, себе хороших отношений. да. И хочу радоваться, как моя дочка будет это тоже, опять же, еще, какие у нее классные отношения. Вот. Ты знаешь, очень Поэтому правильно, ради что того, ты решила пойти. Знаешь, я вставлю, потому что вот в тебе очень много, вот во многих, кстати, женщинах много мужской энергии. Поэтому вот на у этом меня есть, курсе, да, если вы видите мужской и женский аспект, мы будем это прорабатывать, понимаешь? Это очень важно для вообще во всех сферах и особенно в отношениях. Вот именно развивать, вот, чтобы была да, гармония между мужским и женским. Если у женщины очень согласна. сильный мужской аспект, она просто подавляет мужчину. Поэтому это Мгм. очень здорово, Я что это ты всё- я идешь, знала, да. да. Мгм. Молодец, да. Знала. Да. Что вот именно, что есть мужское и женское. Раньше мне казалось, мужчина с женскими чертами характера, ну, типа, что ты за мужик? А теперь я по-другому смотрю, что, типа, да, что мужчина тоже может быть и добрый, и мягкий в то же время. И где-то, вот, например, у меня руководитель, да, я вот в нем сначала, на работе кто-то, это, руководитель, ну, как бы, я вижу именно в нем, вот, мужское и женское. Он и добрый, и мягкий, и Да. спокойный, такой уже уравновешенный. И в то же время он, как руководитель, очень такой жесткий, требовательный, у него порядок, дисциплина. И я вот Мгм. это вот вижу и думаю, Да. ну Вот это ты круто молодец, на ты самом очень деле. четко заметила, потому что вот все успешные лидеры, у них качественно прокачаны и мужской, и женский аспекты. У всех лидеров, у всех вот таких успешных людей, бизнесменов. Правильно ты Да, да, подметила. вот это заметила. Да, мне это, и поэтому я так смотрю на него, как на мужчину, и думаю, интересненько, очень даже мне нравится. Вот Да, вы как-то знаете, так. я вот тоже замечала, у меня были руководители в Америке, да, в Венгрии, в Шотландии. Знаете, вот они действительно были лидеры, и у них была и мягкость, и одновременно вот именно мужская вот такая сила. И в то же время креативность. Это круто. Креативность это в создании новых проектов. Это креативность, это женский аспект. Понимаете, очень важно. И тот, и другой аспект должен быть и у мужчины, и у женщины. Да, Да. согласна. Ну, поэтому Мгм. вот иду развиваться. И когда я решила пойти тоже на курс, такая сама сижу и думаю, и дальше нет. Но главное, еще надо и пойти, надо действительно сделать, чтобы все было хорошо. Счастье, финансы, все привести в порядок. Думаю, нет, как бы надо. Уже такое ощущение, вот как будто меня даже вселенная уже привела, все пазлы сложились, что вот мне осталось совсем чуть-чуть потрудиться, чтобы было все хорошо. Да, молодец. Вот. Ты действительно, мне Поэтому очень понравилось, знаете, потому что Лариса, она думает всегда умом. Ум у нее контролирует и руководит. И вдруг в какой-то момент Ларисин ум сдался. да, да. Сдался. Вот Я это даже было сон мне просто вообще. приснился. Вот. На днях мне сон приснился, так интересно. Я даже сумела принять участие во сне. И такая думаю, это интересно. Получается, открываю комнату, она темная, страшная. Я смотрю и думаю, боже, как же там страшно. И потом я такая, такая, как будто открываю ее заново, пускаю туда яркий свет, и комната становится светлая, белая. Ну, а теперь хорошо. Такая думаю, вот это, да, Классно. что иногда, ну, даже так вот. Как бы да, и теперь даже вот я начинаю вот именно понимать, как мозг работает, как он контролирует, как он, да, подкидывает иногда всякие нежные идеи.
заморозки. И с дочкой иногда смеюсь. Она такая, вот, ай, как это слово паразит такое? Ничего себе. Я говорю, да, конечно, говорю, все мне. Ничего. Это я всегда, как только она скажет, я ей так, да, потом кушали с ней морепродукты, она берет, ну, там, мидии, кальмары, накрутит. Я, ну, уже знаю, как ее, что бы она бы не сделала, не села бы. Она так накрутила ну, осьминога на кальмар. И оп, закинула, говорит, ой, мама, что это? Ну, попробую. Закинула, я говорю, вкусный червячок. Она, ой, зачем ты мне это не сказала? Я говорю, ну, если бы, говорю, я раньше сказала, говорю, ты бы не съела бы его. А так, говорю, вкусно. Так что вот, ну, потому что, да, работает, да. Так вижу, вроде бы хочется попробовать. А если бы сказала, что это червячок, то уже было бы невкусно. Что вот как-то так. Так что да. Здорово. Это так классно видеть, как вы меняетесь, девочки, как вот ваш ум. Вы знаете, умом мы пытаемся все понять и не можем отпустить. Мы контролируем себя, мы подавляем свои чувства. А вот ум действительно должен сдаться, потому что только как чудеса начнут исполняться, вот мечты, чудеса, только когда сдастся наш ум. Понимаете? В любовь, в принятие. Так интересно, у меня был вот такой случай тоже на работе. Такая вот требовательная, конкретная была заказчица. Ну, и она вот это не так, вот это не так. И она все претензии. Я такая говорю, все, я могу с ней разговаривать. Я говорю, мне она выносит мозг. Я сначала отключилась, ну и все, ну, руководитель Лариса, я наберу с ней, говорю, может, она... Он так сказал, и я такая думаю, на следующий день у меня включается обратная реакция, я такая думаю, Лариса, ну она же человек, ну как бы, что можно к ней найти подход. На самом деле, как бы искренность, пошла такая искренность. Я признала свою ошибку, что я не сделала вовремя. И как бы, и то, что она как бы указала на эту ошибку, которую делали раньше все время, и как бы, исправить ее на данный момент, как говорится, 3 человека сделали ошибки, а исправить должна я это, так как она требовала. Я как бы признала, что как бы да, вы правы, и спасибо вам, что вы указали на эту ошибку. И так. Да. Я помню этот момент, да, я помню, как ты сказала, как она удивилась, да? Помнишь? Да. Это тот момент был, да? И сразу появилось к тебе какое-то уважение, интерес к тебе. Такой вот как-то... Да, вот именно что я настолько вот сейчас пытаюсь, ну, как бы у меня есть, вот он, наконец-то я еще очень замечаю, и хочется, чтобы вот именно ко всем людям искренне, по-хорошему, и они тогда чувствуют, и прям вообще навстречу очень-очень. Вот у вас и рост. Люди выходят, одну секунду отключусь. Так, хорошо. Кто у нас следующий? Кто хочет рассказать? Может быть, Айсулу? Айсулу наша студентка. Так, девочки, здравствуйте. Я, как всегда, на работе. Я пару слов скажу, конечно, потому что мне надо уходить. У нас сегодня собираемся, корпоратив, девочки. Собраться надо еще все, привести себя в порядок. Ну, что хотела сказать. Шопан я познакомилась в чате. Я даже не знаю, откуда у меня чат, кто мне ее сбросил. Я начала выходить на ваши проработки. Это были еще разборы. Разборы ваши были, да. Я даже не знаю, откуда у меня это. Ну, короче, я начала ходить на ваши разборы, потихонечку приглядываться к вам. Ну, вот даже участвовала, мне это нравилось. И вот потихонечку. Заместителем была Айсулу. Да, вы мне как-то говорили мне, все, заходите, давайте учиться. Я долго не слышала. Наверное, 3-4 я точно отказывалась. Все думала до Нового года, после Нового года, свои планы. А потом думаю, ну а что я тяну? Я помню один, вот первый, Айсулу, я помню, как вы зашли и говорите,
пойду вот в следующий месяц, потом говорите, пойду опять в Да, следующий месяц. да, Тогда я вам сказала, Айсулу, да, помните, я сказала, как мечта да, должна, да. как исполняется мечта. Надо зайти в нее из состояния изобилия, а не нужды. Вот. И Айсулу раз, и на следующий день она приняла решение. Мгм. Да, да. Переключила мозг такой, Конечно, у меня включила самое, линзу. да, у меня самое, что интересно, конечно, проработки в отношениях. Это у меня, потому что самое такое было с супругом отношений. Сейчас у нас действительно отношения стали теплыми. Как вы сказали, круто. на одной проработке мне не хватает нежности. Мужской, Да, вы смотрите, мужской да, аспект у вас мужского во очень мне сильный. больше. Да, я вот привыкла Да. все брать под себя, как говорится, вот такое. И я теперь поняла, что мне надо быть женственной. А тем Вы более знаете, я оказывается, помню, это так здорово. Айсулу, я помню, у вас муж единичка, да, кажется, а это лидер, Да, он у вас лидер, а вы его хотите подмять все время под себя, да, и под вот у каблук. нас все время было, ни он ни мне не уступал, ни я ему, у нас вот это все время было. А мне все время хотелось брать выше его. Теперь я стала мягкая, как говорится, успокоилась, и думаю, действительно, что мне соревноваться. И отношения действительно изменились, стали намного мягче, более теплые. Что мне еще нравится? Конечно, психосоматика немножко мне сложновато было. Очень сложно. Ну, интересно, Это идем дальше. самый трудный курс у нас, самый сложный. Да, вот немножко. Поэтому я с удовольствием жду родологию. Прям мне вот даже не терпится, я думаю, ну хорошо. Теперь вот Вот еще в родологии, полянваря да. есть, еще как раз поработать, как раз вот эти какие-то практики, вот это все. Все, мне просто чувствую, что надо больше практики. И вот это надо будет, как говорится, укрепить. И идем А что дальше. У меня прям, изменилось, да. Айсулу, что изменилось в вас? Вот вы как поменялись? Я стала мягче, это точно, потому что я как-то, знаете, ко всем своим приставала. То к одной, то к другой, вот это, смотрите, вот это, надо вот так, как говорится. Теперь я думаю, каждый живет своей жизнью. И у меня действительно контроль был над внуками. А сейчас я думаю, у них есть родители, они отвечают за своих детей. Я как-то эту ситуацию отпустила, и мне прям стало намного легче. Я даже реже к ним ездю, реже хожу, думаю, есть родители, пусть они занимаются. Мне как-то на душе, кстати, стало спокойнее. Я знаю, что со временем все равно, конечно, моя практика поможет где-то там вот старшему, со страхом. Там второй, он меня немножко плохо разговаривает. Я думаю, я сейчас должна всему этому научиться, спокойно этим всем разобраться, помочь и все такое. Не стала, как говорится, гнать гусей на водопой, успокоилась и сама, и как-то все, наверное, успокоились, и я иду тихонечко к своей цели. Мне, конечно, есть желание учиться, работать в этом году. Мне хочется всему это прям выучиться, как говорится, конкретно. Да, и обязательно напишите ваши, девочки, планы на следующий год. Да? Какой вы себя видите? Напишите, вот какой вы себя видите, кем вы хотите быть. Вы знаете, я хочу сказать, Айсулу действительно молодец. Она пригласила свою сестру Кунсулу, такое прекрасное имя. Кунсулу приходит к нам на 2 курса, девочки, 2 курса. Это По круто. психосоматике и родологии. Представляете, она получает от меня еще и наставничество. За то, что она купила 2 курса, она получает Это круто, сестра наставничество согласилась. Молодец. да, и членство в нашем клубе. Вот такие подарочки. Какая молодец. А это о чем говорит? Что Айсулу, она действительно пользуется влиянием девочки. Что сестра пошла. Еще у Айсулу есть еще там племянница в нашей группе, еще там кто-то. Вообще молодец. Она хочет всех к нам привести на курсы. Очень интересно, сестра согласилась, да?
Да, младшая, да, Айсулу? Да-да, она на 1,5 года где-то младше меня. Ей Мгм. интересно, именно как раз психосоматика. Ей интересно. Да. Да, Вот. да. Но она вот хочет взять 2 курса, Что доверять. и это круто, понимаете? О чем это Хорошо. говорит? Такое мощное желание, такая мощная мотивация изменить свою жизнь, развиваться. Это, знаете, это все порывы души. Это наша душа нас все время двигает вперед. И то, что мы ее слышим, это классно. Многие люди не слышат этого. Да? Конечно, я с сожалению. дочерью разговаривала, но она еще не готова, я думаю, но со временем придет. Я так это чувствую. Да. Ну, еще с одной Постепенно. сестренкой разговаривала, может быть, куда дальше, пока вот ответ не дала. Вы знаете, самое главное, как вы меняетесь, вы показываете пример. Понимаете? Вот когда вы изменитесь, да, вы станете жить в достатке, вы станете меньше работать, вы станете получать удовольствие от жизни. Вот тогда они скажут: ух ты, я тоже так хочу. Понимаете? Мы к этому стремимся. Жизнь в удовольствии. Точно. Не надрываться, девочки, не надрываться так, как вы сейчас надрываетесь. Вот только что Катя говорила: хочу работаю, хочу не работаю. Понимаете, больше времени уделять своим детям, быть с семьей. Это такой кайф. Так, Катюша? Причем вопрос денег, если вы боитесь, что будет вопрос денег, вы просто уберите эту программу, что денег не будет. Да. Они идут, не знаю откуда, но они приходят. Все. Мы это проработаем, девочки, Да, эти вот программы Катя, проработаем на родологии. Да. вот Это именно у меня всё эта программа программы. есть. Я вот так хочу. Да. Да. У меня получается, у меня получается, эта программа есть. Я так хочу отказаться от уборок, так хочу отказаться. И думаю: Лариса, блин, 300 рублей, $100 не проживешь. Не звони, не дают покоя. Вы понимаете, Лариса, Айсулу, вы думаете, чем больше вы будете работать, тем больше денег будет? Нет, вы их будете сливать. Вы Я вам ошибаетесь. скажу, поделюсь такой маленькой фишкой. Вот если вы заработали деньги, и если вы что-то себе, вы зарабатываете деньги для чего-то даже, и вы, допустим, вот себе говорите: заработка, нужно себя радовать и баловать. Рассказывала Айсулу, так, это я зависла или вы у меня? Я зависла, да? Да, ты зависла. Да. Ты зависла. Это я, видимо, Сейчас туда-сюда ходила. нормально. Когда мы зарабатываем, есть такое в это в экономике есть правило, и не только в психологии, кстати, оно тоже, по-моему, есть. Вы свой заработок делите на определенные сектора. То есть 10-ю часть от своего зарплаты вы отдаете на благотворительность. Это называется десятина. Это есть издревле в Руси такое, что десятину отдают на благие дела. Кому-то вы помогаете, куда-то вы что угодно это может быть, но это помощь. То, что вы 10 отдали, допустим, 10 рублей, вам 10 раз вернется оттуда, когда вы отдаете на благое. Потом 10% от своего заработка вы кладете, допустим, в какое-то дело, вкладываете, как инвестируете куда-то. 10% вы тратите на себя любимую. Вы себя балуете за то, что вы работали. Помимо того, что вы деньги получили, вы радость должны получить. Вы себя балуете. 10 вы тратите на какие-то хознужды, 10 вы откладываете, чтобы они у вас лежали просто на полке, 10, допустим, вы тратите на свое образование. Это это идет в процентном соотношении. Если вот так вот по десятке разбить, то вот это все складывается и получается 100 в итоге. Но если вы вот эту свою радость себе не позволили, а что-то там у вас другое, допустим, что-то детям понадобилось, а вы для себя хотели купить. То есть вы от себя оторвали и отдали в ущерб себе.
У вас вот то, что вы отдали 10, вы отдали, но у вас еще 10 заберет Вселенная за то, что вы себя не полюбили, вы себя не поблагодарили. Или вы думаете, вот я эти 10 на себя не потрачу, а там, ну, что-то куплю там другое, да? Вы потом эти 10 сольете куда-то. То есть, если вы для себя сделали программу, что вы покупаете себе что-то, платье, там, туфли, ну, что-то, и потом пожадничали или сказали, ой, ну, это не сейчас, в следующем месяце, вы просто их потеряете. Вот просто на ровном месте. Не туда переведете, их украдут. Да, очень знакомо. Либо вы заболеете и таблетки купите на эти 10, а не туфельки красные. Вот. Так что Да, любите, да, Если ты запланировала, ставьте... Это, девочки, большой секрет. Жить в удовольствии. Деньги сразу появятся. Понимаете? Чем больше вы работаете, деньги больше не появятся. Не, они-то появятся, но вы их потратите на что-то большое еще. Они у вас Ну, понимаешь, да, это будут деньги для хотя, вот необходимости, вот на потребности, закрыть потребности, потому что для денег есть закон. Закон денег – это закрыть ваши потребности. Да, они для чего-то Понимаете? нужны. Если вам деньги нужны для определенной цели, у вас на эту цель деньги появятся. Но Да. цель должна быть озвучена. Лучше написано и озвучено. Они придут откуда хотите. Ко мне, например, клиентка год не шла, я, когда себе цель поставила, мне нужна такая-то сумма. Во-первых, сумма получилась больше, клиентка пришла, и то, что она год назад говорила, ой, мне это не надо, она пришла, разом все оплатила. Я так на нее смотрю и думаю, тебе же это не надо было год назад, можно было еще дешевле взять. Ну, теперь я Так, пошла я- покупать этот холст. Девочки, Прихожу и смотрю, то, что мужу нравится, стоит 200, а я рассчитывала, ну, на 115, ну, максимум 150. А еще нужно обои поменять, так, ну, до холла. Надо обои поменять, там, что-то. Это, короче, я им говорю, так, давай так, 200 я, 200 ты. мгм. Ну, вот Мужу. теперь у меня добирается вот эта сумма, она уже добралась, то, что мне не хватало. Мгм. Вот. Да, девочки, мы все это будем прорабатывать. И я вижу вас в следующем Меня году, это что тоже вы такое. живете в свое удовольствие, больше получаете удовольствие от жизни и меньше времени проводите на работе. Понимаете, больше занимаетесь творчеством. Телевизор вообще вы... Или хотя Да. бы каналы, программы. Я не смотрю дом. Давно не смотрю вообще. У меня в телевизоре только YouTube. Плюс еще у меня заблокировали Инстаграм. И тут я вообще оторвана от всех новостей таких житей. Мгм. Она говорит, слушай, а там вот это. Я говорю, да, не знаю. Она там, а это то. Я говорю, слушай, не знаю. Она, что ты вообще знаешь? Я говорю, статус в WhatsApp хорошо работает. Говорю, все. Девочки, Мне у мама нас... говорит, вы телевизор не смотрите, там пусть говорят правду. И всякие новости говорят, а вы ничего не слушаете, что творится в мире. Я тазик сейчас положу, подожди. Девочки, у нас Наталья. Давайте послушаем Наталью. Давайте познакомимся. Пожалуйста, Наталья, расскажите о себе. Доброй ночи, у меня уже ночь, у меня 2 час ночи, я живу в Ух Бурятии, ты, да вы что? Как вы далеко от нас? город у нас- Улан-Удэ. У нас Ух ты. расширяется так. 2 час ночи, и вы к нам пришли. Это Прекрасно, на Наталья. Байкале, недалеко от Мгм. Байкала я живу. Да. Ну, я Вы к нам проходила немного. хотите к нам на курс прийти, Наталья? Да, я хочу на психосоматику. Классно. Заходите к Вот. нам обязательно. Вот Кате, Ну, вот видите, вон Катя. Кате надо 1000 заплатить. Чтобы завтра. зарезервировать. Да, Ага. я перегоню деньги, сделаю. Да. Мгм. И, Наталья, Вы давно я с нами, занималась. Наталья? А? Вы Откуда? давно с нами? А ты Вы Сулу. давно? Айсулу, да ты смотри, Айсулу, да. какая. Айсулу, смотрите, привела Валентину и Наталью, получается, да, Айсулу? Да еще свою сестру привела на 2 курса. Красотка. Девочки, Айсулу, мы- может мне Айсулу подарить, может быть, наставничество, как вы считаете?
Ну, я Ну, надо, считаю, конечно. Да? Я думаю, надо, да? 3, получается, ученика, правильно будет у Айсулу? Ну да, получается А. так. Да. Наталья, расскажите о себе, пожалуйста. Ну, мне 56 лет, я на данный момент не работаю, я ухаживаю за мамой. Маме будет 86 лет в марте месяце. Мгм. Но она у меня болеет, у нее сахарный диабет, ну, деменция. Вот, я за ней сейчас ухаживаю. Классно, вы это проработаете. Вот мы занимались уже год, ну, был у нас, не было, есть, мы это, в принципе, это занимаемся, и на разборах участвовала. В Мгм. общем, ну, А за вы год, вот, квантовой психологии обучались, да? да, я смотрела Инну Триашинову, на Мгм. вебинарах была у нее, вот, Мгм. а потом там, ну, подписались под ССЭК у нас там, она обучалась, ну, как бы с ней вот занимались целый год, но я хочу сказать, что у меня очень большие изменения за год прошли, потому что, ну, вообще, жизнь была как замкнутый круг, выхода не было, вот, и отношения семейные и с детьми не очень-то хорошо, и с мужем. И непринятие мамы было у меня очень сильное. Я ее вот только-только как бы так величие ее увидела, поняла, Мгм. что мама все-таки мама есть мама, великий человек. Много чего дала. Она нас одна воспитывала, нас трое в семье. Еще плюс бабушка была там, у нее сестра, всем помогала, работала, в общем, вот так. Вот. Ну, потом пошел у меня доход, потому что я вообще без копейки как бы сидела. Ну, муж там зарабатывал, но свои деньги надо было. Вот. И я начала заниматься изготовлением светильников. Светильники. Вот и я на этом как бы начала зарабатывать. Но сейчас у меня вот действительно деньги ниоткуда, да? То оттуда Мгм. приходят. А это Вот. ваше любимое дело, да, можно сказать? Вам Ну, это как нравится? любимая, просто, видите, я по-разному занималась, разными Мгм. там творческими такими. Я шапки шила одно время, вот, Мгм. шитьем немножко занималась, ну, вязанием, как всегда у нас такое вот рукоделие было. А сейчас что, меня заинтересовали светильники, ну, у меня получилось, ну, не столько это, сколько, знаете, было такое, что смогу ли я это сделать, как бы сама себе доказывала, что я могу, вот такое вот. А как вы клиентов находите? А видите, какое у вас хорошее рукоделие? Вы светите дорогу. Вы отвечаете. Ну да. Вы можете у нас в группе продавать свои светильники, я думаю. Почему бы Ну, и нет? у меня как бы был такой период, что было время, да, я вот делала, а нахожу как А. клиентов, я выставила у себя, ну, в местной группе в нашей, что делаю светильники, и, ну, люди отозвались, как бы, там учителям стали заказывать, вот такое вот, кто-то себе домой, вот, ну, сейчас я в силу того, что у меня хозяйство еще большое, так что у нас, Мгм. ну, почти фермерское хозяйство. Вот. Мгм. Приходится немножко отрываться от этого дела. Но сейчас я еще занялась зефирной флористикой. Ух ты. Вот. Ну, учусь, пока получается, с трудом, но начинает получаться. Вот. Заинтересовала Это так, не ну, интересно. конфеты? Нет? Зефир, пока зефир. Сейчас Да, я покажу, если видно я вижу. будет. Я не знаю. Меня видно, не Давайте. видно вообще? Видно? Да, видно, Да, да. да, 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 да. Да, ну вот это у меня получилось с третьего раза. Первые были такие, одно было недобито, второе было недоварено, но вот это вот как-то более-менее так получилось. Мгм. Вот, Это на начала. продажу? Да. Ну, сейчас я сделала детям, внучкам сделала на Новый год подарки. Мгм. К 8 марта вы откроете мастерство. Хочу, да, хочу. Это Вот. будет Но надо хорошая руку набить. Я, учитывая то, что я вообще никогда не держала кондитерский мешок в руках, как-то раз, самый-самый первый раз я сделала это, мы тут с мужем только поженились, и я ему на день рождения испекла бисквитный торт и украсила его, ну, кремовые такие эти. Соседка мне дала свои формочки, там еще сделаны были у нее с консервных банок, муж ей сделал. И вот я этот первый торт, и он все время вспоминает. Хочу такой торт. Да. Вот так вот.
Ну, Классно. пеку так иногда детям, там, внукам Мгм. пеку, себе. Ну, вот в силу того, что сейчас не так много времени свободного, но и тем не менее все равно стараюсь вот выходить в разборы. Мне это нравится. Ну, и заместителем, и как-то мы одно время там занимались сами, когда вот вели разборы. Но и вот что хочу сказать, что все вот эти разборы, они, неважно, тебе он принадлежит или еще кому-то, он как бы помогает тоже, ты прорабатываешься сам. Да, да. Вот в этом вот плане мне вообще прямо нравится. Ну и вот я хотела бы узнать вот психосоматику, потому что, ну, как бы азы какие-то вот эти есть, у нас 10 основ вот такое вот, да, мы это все прорабатывали. А вот именно вот эта психосоматика, да, вот заболеваешь там от чего. Вот у меня, допустим, недавно был цистит, я вообще ни с того ни с сего на ровном месте как бы это, я вот что-то даже не это, как вот думаю, вот знать бы причину, почему оно вот это появилось. Да. Вот такое вот. Это классно, что вы пришли на психосоматику. Это Я очень сама- крутой я метод, сама- очень классный метод. Медсестра я по образованию, медицинский работник, Ух ты, да вы что? поэтому я хочу вот это Медсестра. знать. Да. Так вы работаете как медсестра? Нет, я сейчас не работаю, я вот за мамой Работаете? ухожу. У нас в группе есть медсестра тоже, и вот у Кати тоже медицинское образование. Это классно, это классно. Я сама биолог по образованию. Ну, почти рядом с нами. Да, да, биология это да, это тоже близко к Милые медицине. женщины, извините, можно я пойду? Дорогая, Надо Айсул, привести себя в порядок. Я вам дарю наставничество. Вау, Вы прекрасно. действительно, вы лидер, за вами идут. Вау, спасибо, спасибо. Поздравляем, поздравляем. Наталья, Поздравляем, спасибо, поздравляем. что зашли и услышала меня. А я просто Да. только сегодня просто вспомнил про Наталью. Думаю, что же я раньше-то? Все, Да, благодарю, да, Шупан. Я очень рада. Да. С Новым Доброе- годом, девочки! С Когда Новым вы годом разговаривали вас! про команду, у меня аж прямо внутри загорелось. Думаю, блин, надо вот командой поработать. У меня уже в голове, думаю, надо этих девчат пригласить, вот этих. Надо будет вот это все. Уже у меня, думаю, блин, надо вот это придумать. Надо марафон. Надо будет... Все У понесло. меня уже много чего пошло. Да. Супер, да. Вы организатор классный, да. Да, я организатор, я люблю это дело. Все, всего доброго. Можно я пойду, да? Наталья, С Новым спасибо годом, тебе. дорогая! Всего Поздравляю доброго, вас. Вас с наступающим всех. наступающим. Девочки, я вас всех поздравляю от души. Я желаю вам исполнения всех ваших желаний. Надо мечтать. Мечтайте как можно больше. И тогда Вселенная вас услышит обязательно. Обязательно запишите план на следующий год. Обязательно. Подведите итоги этого года. Обязательно. Хорошо? Хорошо? Да. Потому что и обязательно напишите запросы на курс. Что вы хотите проработать. Хорошо?